Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом простого пирожного, которое я готовила на песочном тесте с мягким, можно даже сказать жидким кремом из маршмеллоу Fluff. Итак, начнем. Сначала готовлю тесто. Здесь у меня 100 грамм мягкого сливочного масла комнатной температуры. Жирность масла 82,5%. Кладу его в миску и при помощи миксера взбиваю до посветления и увеличения масла в объеме. Взбиваю масло примерно 2-3 минуты. Чтобы масло взбилось равномерно, помогаю себе лопаткой, снимая масло с бортиков миски. Сразу скажу, что готовила пирожное из остатков некоторых продуктов, остатки маршмеллоу из банки выбрала подчистую. Сливок из открытой коробки хватило впритык. И даже вишенки для украшения были последними. Так как песочное тесто суховато, мне хотелось наполнить пирожное влажным мягким кремом, который можно быстро приготовить. А чтобы крем не растекался, я его запечатала твердой шоколадной глазурью. Но крем получился более жидким, чем я хотела. Если бы у меня было больше маршмеллоу, я бы добавила в крем не менее 85 грамм. Или маршмеллоу Fluff заменила бы на жевательный, он более плотный. Но это все лирика. Получилось то, что получилось. Хоть я результатом недовольна, пирожное моим домашним понравилось. Им крем не показался жидким, и 2 пирожных съели еще во время съемки. Если будете готовить по этому рецепту, то учтите мои замечания. И тогда получится все идеально. Я в рецепте озвучу то количество продуктов, которое использовала во время съемки. Список продуктов укажу в описании под видео и в конце этого видео. Теперь к маслу нужно добавить сахар. Сахар плохо растворяется в масле, поэтому я добавляю 50 грамм сахара и 50 грамм сахарной пудры. Сахарную пудру я предварительно просеяла и продолжаю взбивать. Можно использовать или только мелкий сахар, или взять 100 грамм сахарной пудры. Она лучше растворяется в масле. Взбиваю масло с сахаром еще примерно 3 минуты до получения однородной массы. Добавляю щепотку соли и экстракт ванили по вкусу. Если у вас нет экстракта ванили, то можете заменить его на ванильный сахар или ванилин по вкусу. Снова все перемешиваю. Здесь 3 желтка. Добавлять я их буду по одному, хорошо перемешивая после каждого добавления, чтобы желтки соединились с маслом. В итоге должна получиться однородная кремообразная масса. Здесь 250 грамм заранее просеянной пшеничной муки. Добавляю к ней 1 чайную ложку разрыхлителя для теста и перемешиваю до соединения ингредиентов. Теперь муку добавляю к масляной смеси и недолго перемешиваю миксером. Затем все перемешиваю лопаткой и руками. Долго вымешивать тесто не нужно.
иначе оно получится жестким и сильно сухим. Тесто должно собраться в комок. Получится мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Готовое тесто заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 20-30 минут. Более получаса тесто держать в холодильнике не нужно, иначе с ним будет сложно работать. Через 25 минут я достала тесто из холодильника, притрусила коврик и скалку мукой. Тесто необходимо раскатать в пласт толщиной примерно 5 мм. Сильно тонко тесто раскатывать не нужно, иначе при переносе в форму оно может порваться. Толщина пласта должна быть одинаковой по всей поверхности теста. Подходящей по размеру формой нужно вырезать из теста круги, которые должны быть большего диаметра, чем диаметр вашей формы. Я использую для этого стакан. Правда, его диаметр недостаточный, чтобы полностью заполнить тестом форму с учетом бортиков. Но другой формы у меня не нашлось. Забегая наперед, скажу, что можно было тесто не раскатывать, а поделить на одинаковое по весу количество кусочков и ими уже заполнять формы. Я раскатала тесто тонко, да и полностью заполнить вырезанным кружком форму не получилось. Поэтому я потом кружкам добавляла кусочки теста и закрывала ими пустоты в форме. В моем случае раскатка теста и вырезание кружочков оказались бесполезным трудом. Форма у меня новая, поэтому я на всякий случай смазала ее тонким слоем сливочного масла. Диаметр верхней части одной формочки примерно 6,5-7 см, глубина 3 см. Заполняю формочки тестом, стараясь, чтобы толщина теста везде была примерно одинаковой. Так как я пустоты заполняла кусочками теста, поверхность теста у меня неровная. Поэтому при помощи ложки пытаюсь сгладить неровности. После вилкой делаю проколы в тесте, чтобы оно во время выпечки не вспучилось. Заранее скажу, что это не очень помогает. Во время выпечки тесто поднимается неравномерно. Так как процесс заполнения тестом формочек у меня занял какое-то время, тесто нагрелось. И чтобы оно не поплыло на бортиках от высокой температуры, перед выпечкой форму с тестом убираю в морозильную камеру. Примерно на 30-40 минут. Моя форма стояла в морозилке 40 минут. Отправляю корзиночки выпекаться в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов в режиме вверх-вниз на средний уровень примерно на 10-15 минут, в зависимости от вашей духовки. Мои корзиночки выпекались примерно 13 минут. Бортики подрумянились, а дно осталось светлым. Дам им немного остыть в форме, а затем извлеку из формы. А пока корзиночки остывают, приготовлю крем. Здесь у меня 65 грамм маршмеллоу флафф. Это весь крем, который у меня остался в банке. Отправляю его в сотейник с толстым дном. Сливок жирностью 33%, у меня 130 грамм. Примерно половину вливаю в сотейник, а оставшуюся часть пока убираю в холодильник. И на медленном огне разогреваю сливки с маршмеллоу, пока крем не растворится. Мешать смесь лучше лопаткой, а не венчиком. Кипятить не нужно. Перемешиваю до однородности и выключаю газ. Температура смеси 64 градуса. Снимаю сотейник с плиты и даю смеси остыть. Форма с корзиночками остыла. Накрываю ее доской и переворачиваю. Для надежности постучу по формочкам ложкой.
и снимаю форму. Корзиночки переворачиваю и даю им окончательно остыть. Смесь сливок и маршмеллоу остыла до температуры 47 градусов. Пока буду взбивать оставшиеся сливки, смесь еще немного остынет. Достаю сливки из холодильника и, так как их мало, переливаю их в стакан. Взбиваю сливки блендером до пышности. Теперь к взбитым сливкам понемногу добавляю смесь маршмеллоу и перемешиваю блендером. Добавляю частями, чтобы выровнять температуру смеси. Долго не взбиваю, а просто перемешиваю. Крем после добавления сливок с маршмеллоу стал жидким. Можно, конечно же, его взбить до более плотного состояния, но я надеюсь, что он и так немного застынет в холодильнике. Наполняю кремом корзиночки и отправляю их в холодильник до застывания на 3-4 часа. Чтобы ускорить процесс застывания крема и в дальнейшем глазури, корзиночки через 3 часа переставляю в морозильную камеру. А чтобы запечатать жидкий крем, готовлю твердую шоколадную глазурь. Здесь у меня 100 грамм белого шоколада с карамелью, процент твердого какао 34. Шоколад необходимо растопить на водяной бане или в микроволновой печи короткими импульсами по 10-15 секунд, периодически его перемешивая. Я растапливаю шоколад на водяной бане. Вода при этом не должна касаться дна миски. Растопленный шоколад довольно жидкий. Но я для большей текучести добавляю примерно 1 столовую ложку растительного масла. У меня это рафинированное подсолнечное масло. И хорошо все перемешиваю до однородности. Температура глазури почти 43 градуса. Даю ей остыть хотя бы до 30 градусов. Глазурь остыла. Я достала из морозильной камеры корзиночки с кремом. Повторяю, корзиночки с кремом стояли в холодильнике 3 часа и почти час стояли в морозильной камере. При помощи ложки сверху на крем наношу шоколадную глазурь и распределяю ее по поверхности крема. Поверхность холодная и глазурь быстро застывает. Поэтому нужно сразу же на глазурь прикреплять коктейльную вишню, чтобы она держалась. На уже застывшую глазурь прикрепляю вишенки, предварительно смазав их глазурью, и слегка придавливаю. Украсить пирожные вы можете по своему вкусу. Я решила использовать остатки коктейльной вишни. Они вкусные и глазу приятно. Готовые пирожные для надежности убираю в холодильник, чтобы шоколадная глазурь полностью застыла. Вот такие вкусные и красивые пироженки у меня получились. После нанесения глазури они в холодильнике постояли полчаса. Список продуктов, которые я использовала, чтобы приготовить это пирожное, вы сейчас видите на экране. Если решите готовить по этому рецепту, то учтите замечания, которые я озвучила в начале ролика. Пирожные из холодильника, поэтому предварительно нужно было нагреть нож, чтобы его было легче разрезать. Из-за спешки я забыла это сделать. Не повторяйте моих ошибок. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал,
оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!